Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я расскажу про свой родной город. В 663 году он был впервые упомянут в летописи. Это древний город России. Сейчас население в моем родном городе 312 тысяч человек. Это на данный момент в 2023 году. Это старый и старинный город, который выглядит очень красиво, прекрасно и интересно. И сейчас я хочу немного рассказать про него. Я родился в этом городе и живу уже достаточно долго. Для меня это действительно красивый город с интересной культурой, с интересной историей, героической порой историей. Ведь этот город действительно много воевал, защищал границы нашей страны и так далее. Мой город граничит недалеко с другой страной, с Республикой Беларусь. Соответственно, это пограничный город. Этот город часто защищал страну от врагов и всяких разных противников. И все войны, которые происходили, он постоянно защищал. Война 1812 года, Великая Отечественная война, соответственно, Великая Отечественная – это Вторая мировая война. Смоленск тоже сыграл неважную роль в этой войне и, конечно же, действительно героически сражался. Это военный город и, скажем так, с военной историей, с интересной историей. Древний город, который стоит уже достаточно долго времени. И, скажем так, у него красивая архитектура, красивые здания, можно увидеть интересная история. Много известных людей было в Смоленске. Ну, например, один из известнейших людей, Юрий Гагарин, родился в Смоленской области. Соответственно, здесь было очень много интересных личностей. Соответственно, город прекрасен, красив, со своими интересными зданиями и так далее. Город очень интересен, и в принципе он имеет много интересных вещей, которые действительно могут кому-то понравиться. Город древний, старый и так далее. Например, еще один из человек, который родился в Смоленской области, это Юрий Никулин, соответственно, Мария Тенишева, Глинка. Это все выходцы из Смоленской области. Соответственно, действительно, Смоленск действительно интересный культурный город. Ведь здесь, помимо всего этого, было действительно много знаменитых людей, как и, я уверен, во многих других русских городах. Поэтому Смоленск действительно красив, со своей интересной культурой, со своим, в принципе, каким-то пафосом в этом есть. И сам наш город Смоленск. Поэтому, в принципе, достаточно интересный, красивый и замечательный город со своей долгой и интересной историей. Конечно, если вы захотите, мы можем как-нибудь снять подробный видеоролик про историю Смоленска, о том, что происходило и так далее. Хотел бы еще упомянуть, что когда-то давно Смоленск воевал с Польшей, была война с Польшей, это было очень давно, в 1600-е годы. Соответственно, и когда-то давно поляки захватили Смоленск, и он был очень долго под Польшей. Но потом все-таки Россия смогла отбить город обратно, и Смоленск обратно вернулся в Россию. Поэтому достаточно интересный такой вот исторический фактик небольшой про наш город. Соответственно, было много еще известных личностей тут в Смоленске, войн и так далее. То есть Смоленск это достаточно такой военный город, который защищал Россию от врагов постоянно. И действительно, Смоленск имеет героическую историю. Давайте я еще вам покажу, как выглядит флаг Смоленска.
и действительно вам будет интересно. Это красный флаг с гербом, где нарисована пушка и птица Гамаюн. Пушка символизирует то, что Смоленск много воевал, а птичка Гамаюн, что Смоленск очень часто восстанавливался после войн. Что же, а на этом я хочу с вами попрощаться. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы узнали для себя что-то новое и что-то интересное. Но если хотите узнать подробную историю, пишите комментарии моего города. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.